Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале, на канале Химит Пич. Я художница, если вы не знали. Ну, не только художница, еще и блогер и замужняя девушка. В общем-то, на ближайшее время это будет последний обзор скетчбуков, потому что это пока последний законченный скетчбук, который у меня остался. Возможно, есть еще очень старые скетчбуки, но интересно вам будет такое или нет? Возможно, я бы смогла разрыться и найти где-нибудь стопочку небольшую старых скетчбуков, которую смогу вам показать. И если вам нравится такая идея, то, пожалуйста, оставьте комментарий. Ну а сегодня на обзоре не изменяю своей любимой фирме Art Creation от Royal Talents. Вот такой маленький, не baby blue, конечно, color, но тоже приятный цвет. Кстати, как вам цвет обложек у Royal Talents? Я, кстати, никогда не спрашивала у вас такие моменты, нравится вам или нет. Мне нравится розовенький. Я сегодня делала специально под розовенький, но я делаю обзор на синий. В общем, придется переодеться. Одну минуту. Всем привет, это снова я. Не подходит по цветам. В общем-то, у меня не будет такого цвета, поэтому давайте приступим. Забыла сказать, формат этого скетчбука 12 на 12. Цвета страничек нежно-желтоватые, молочные. Как такой цвет называют, я не уверена. XYZ School запускает курс по скетчингу. И если ты не умеешь рисовать, то этот курс для тебя. Скетчинг — это технология быстрого рисунка. Он позволяет наглядно показывать идею, композицию, конструкцию и незаменим для набросков. На курсе тебя научат создавать наброски любых объектов: зданий, флоры, фаун, людей, реалистичных городских ландшафтов и фантазийных механизмов. Также у ребят есть бесплатная версия этого курса, где тебя научат создавать объемные скетчи за 3 дня. Этот курс для всех, кто хочет начать изучение цифрового рисунка с крепкой базы. Даже если ты умеешь рисовать, он для тебя подойдет. Преподаватель Егор Гришин, концепт-художник и иллюстратор, работавший с Games Workshop. На курсе вы будете много рисовать, а такие базовые навыки, как композиция, светотень и перспектива, вы будете изучать между делом в режиме эксперимента. Их главная задача — дать вам крепкий фундамент для дальнейшего развития как художнику. Ближайший курс стартует 15 апреля, идет 4 месяца. Студенты XYZ School устраиваются в Sperasoft, sabermite.com, Digital Forms и другие студии. Все ссылки будут в описании. Кстати, я стала указывать на своих скетчбуках теперь и даты. То есть здесь можно увидеть, что начала я 5 декабря 2020 года. Тогда я сделала первый рисунок просто на обложке. Это получается вот этот рисунок просто 2 карандашами цветными, красная девушка и синий парень. Я помню, что начала его в Дубае. После парочки рисунков я так к нему и не возвращалась. Здесь я использовала масляную пастель и просто цветные карандаши. Работа не вышла супер удачная, плюс она сильно отпечаталась на другой стороне. Поэтому я вам рекомендую всегда, когда вы рисуете масляными мелками, делать прокладочку из просто листа бумаги какого-то отдельного, ненужного, чтобы не было вот таких вещей. Здесь я также просто использовала цветные карандаши, и в целом в этом скетчбуке будет все-таки преобладать материал цветной карандаш. Нравится им рисовать, потому что он, во-первых, не отблескивает на видеороликах, и, во-вторых, он цветной. Просто мне очень нравится, как это выглядит, и, кстати, он еще и намного хуже отпечатывается на других сторонах. Будет намного меньше грязи на соседних листиках. Я часто рисую просто фигуру в полный рост, потому что я часто забываю пропорции, но я заметила, что я часто очень сильно начинаю удлинять ноги. Но я бы не сказала, что это мне не нравится. Я бы сказала наоборот. Мне нравится делать людей более такими высокими, наверное, потому что я сама очень маленького роста. Расположение рисунков я выбираю всегда очень странное. То есть всегда верчу как-то скетчбук, как мне больше нравится. Ну и в итоге получается, что не очень удобно показывать обзоры. Здесь я использовала также просто цветные карандаши, уже выбрала цвета немножко попроще, они рядом стоящие, так сказать, фиолетовый и
голубой. Голубой, кстати, мой любимый, это от Brinzel. Вот такой цвет, 741. Очень нравится, не помню, какая это линейка, но он у меня скоро закончится, потому что я его очень часто использовала. Кстати, немножко я здесь использовала микрон, если не ошибаюсь, цветной, какого-то красного или розового цвета. И здесь, кстати, тоже немножко автопортрет с такими дополнениями. Раз я смотрела Наруто, я потратила на него очень много времени, так сказать. Если вы видели, например, мои предыдущие рисунки, или вы подписаны на меня очень давно, то вы, наверное, заметили изменения в моем творчестве. Вот оно, перед вашими глазами. Мои анимешные рисунки. Ну, по мне, так это более анимешно, чем то, что у меня было когда-либо. Здесь просто я вдохновилась, наверное, каким-то безумием. Я не помню, что именно заставило меня чувствовать какое-то безумие вокруг меня, но в итоге вы видите это. Если вы смотрели аниме, то, скорее всего, вы узнаете, кто это. Напишите в комментариях, узнали или нет. Здесь я использовала не только цветные карандаши, но и тушь. Это такая тушь в браш-пенах. Мне очень нравится использовать браш-пен, потому что он дает очень плотный цвет. Такие голубые с просветом, как будто бы у них нет никакого цвета, но на самом деле они просто нежно-нежно-голубые. Как всегда, немножко автопортретов. Не все здесь автопортреты, какие-то вещи я просто так рисовала. Мне очень нравится, кстати, вот это лицо, которое здесь находится, такое немножко хитренькое. И, вдохновившись тем же Hunter x Hunter, я просто нарисовала себя в таком вот образе. У меня были розовые волосы, я добавила себе единственное вот эти моменты, звездочку и капельку на щеках. Далее это просто рисунки с фотографий, с моих фотографий, меня. Оп. Тут я использовала масляную пастель нескольких цветов, не очень много, кстати, раз, два, беленький немножко и 4. Всего 4 цвета вы можете увидеть здесь, какие именно оттенки я использовала. И также я использовала просто обычные цветные карандаши. Смотрите, у меня голубой скетчбук, и у меня очень много голубых каких-то работ, элементов именно в рисунках. Это просто какая-то поза из головы. Где-то я просто вдохновилась очками, вот такой формы очками, и решила это зарисовать. Это мой автопортрет. Если называть именно неудачные моменты, как комментарий то, наверное, я бы сказала, что какой-то маленький подбородок. Но на самом деле, если смотреть на работу в целом, то она выглядит неплохо. Мне нравится штрих, тон работы. Какие-то пропорции искажены, да, но на самом деле они не делают работу хуже. Здесь я вроде срисовала с какого-то рисунка, мне просто понравилась поза, но в целом я это переработала. Как видите, я часто добавляю какие-то рисунки на фоне именно этим цветным карандашом. Не знаю, мне кажется, вот этот цвет самого скетчбука меня просто вдохновил, и я начала его еще больше использовать. И в итоге у меня теперь его нету. Здесь получается зарисовка из книги по анатомии. Просто выбирала какие-то симпатичные цвета, которые, как мне казались, симпатичными. И на самом деле я считаю супер удачный выбор. И, скорее всего, я продолжу рисовать с таким сочетанием. Композиционные всякие штучки для рисунков. Я просто это рисовала вроде из какого-то фильма, я смотрела. А это я нарисовала просто из головы. Честно, не могу вспомнить, действительно это так или нет. Опять немножко анимешный портрет. В общем-то, я просто брала рандомный цветной карандаш и рисовала им. После я уже добавляю какой-нибудь второй оттенок, чтобы просто сделать работу интереснее. Например, если вы будете смотреть на цветовой круг, то вы поймете, что есть цвета, которые дополняют друг друга, и также и благодаря этому вы можете сделать работу более контрастной и интересной. Хотя, конечно же, я на цветной круг этот не смотрю никогда. И просто, я не знаю, просто рисую, беру рандомные цвета, которые мне попадаются на глаза. Это мой автопортрет. Не знаю, почему я нарисовала себя каким-то змеем. Что это? Ребят, я рептилоид? У меня вопросики возникают. В общем-то, я рисовала себя за рабочим столом. Как я сижу, рисую. Вот такая цветная ниточка
типа проходит вокруг меня. Почему-то у меня безумно зеленые глаза. Возможно, я была в тот момент не спавшая, уставшая, я не знаю. В целом просто использовала цветные карандаши, как всегда тушь, немного обычных карандашей, ну и на самом деле все. Здесь эскиз к работе, который я хотела выполнить в акварели. Здесь я выполняла эскиз в Digital далее, но так и не продолжила на самом деле работу ни над одним из этих эскизов. Я не знаю, когда я буду действительно реализовывать их в большие форматы, но пока у меня только такие вот идейки, и они выглядят неплохо именно на маленьких форматах, на большой пока либо у меня нет энергии, либо я действительно не готова приступить к ним. Возможно, я просто ленивая. Есть и такой момент. Я его не отрицаю. Это просто привет красивой, симпатичной девушки. Кстати, видео по созданию вы можете посмотреть в ТикТоке, либо в Инстаграме. Когда мы с девочками загорали, просто я решила нарисовать попку одной из них. В общем-то, тут подписано имя и год. Это уже 21 год. Из-за того, что я веду скетчбуки параллельно, поэтому получается такой разброс, и как будто бы я заканчиваю скетчбук очень долго. Здесь попытка нарисовать свой автопортрет. Чаще всего у меня нет цели нарисовать как таковой автопортрет, чтобы я была такая, как есть, да, в реальной жизни. Я больше, наверное, вдохновляюсь своей фотографией, и я могу с помощью своей фотографии создать позу, создать ракурс головы, который мне нужен именно для моей какой-то идеи в голове, понимаете? То есть так я могу просто реализоваться. Всегда сочетание цветов получаются удачными с первого раза, но на самом деле для этого и есть скетчбук, чтобы экспериментировать и вот так вот пробовать несочетаемые цвета, чтобы понимать, можно ли с ними вообще что-то придумать дальше, и, возможно, в таком процессе и в моменте эксперимента вы сможете найти что-то новенькое и интересное для себя, типа сочетать несочетаемое. Здесь просто какие-то позы. Здесь я переработала фотографию из Пинтереста, то есть я нашла просто портрет, понимаете? И я решила дорисовать к нему остальное тело, потому что в последнее время, как вы заметили, я рисую больше фигуры, именно тело, особенно нюд, но вот так пока выходит. Кстати, я даже ниоткуда не брала референс груди и фигуры в целом. То есть все нарисовала вот именно эту часть из головы. Возможно, сейчас найдутся хейтеры и скажут, вообще-то и так видно, потому что очень много ошибок или что-нибудь такое. Это Зендая. Вот видите, что я говорила про обычный карандаш? Он сильно отблескивает, и поэтому очень сложно показать работу такой, какая она есть именно на камеру. Только под ракурсами, видите, какая на самом деле она темненькая. Этот скетч тоже с натуры, просто рисовала здание. Здесь, на самом деле, очень много всего разного. Что-то рисовала с фотографий, что-то рисовала просто из манги. То есть это вырезки из манги. Тут с фотографий, если не ошибаюсь. Все остальное просто из головы. Вот эти вот персонажи, типа ракурсы в бок, просто вот эта девушка, они из головы. И вот это тоже. Кстати, часто рисую именно из манги или просто какие-то рисунки чужие перерисовываю для себя, потому что я пытаюсь понять, как так они делают красивое лицо какого-то нарисованного персонажа, и у вас реально возникает ощущение, что вы можете влюбиться вот прямо сейчас. Я не знаю, возможно, только у меня такое возникает. Это сейчас звучит, и это сейчас звучит очень странно, но реально персонажи получаются такими сасными, такими симпатичными и красивыми, что, я не знаю, я хочу сделать так же, и поэтому часто пытаюсь перерисовать что-то и понять, какие пропорции они используют. Чаще всего, кстати, они одинаковые. Тут я рисовала со своих фотографий, тоже выбирала просто мимику лица и делала вот разные такие зарисовки. Здесь даже что-то подписано. Эксперименты с ЧБ, лицо плюс освещение. То есть я хотела сделать какой-то проект типа лица и как падает цвет. Но на самом деле я его сделала, и он используется в моей книжке, которая поможет вам научиться рисовать портреты. Ой, немножко поделилась тем, что у меня есть моя книжка. Она будет в описании.
Я думаю, такой разворот вы видели и в других скетчбуках. Короче, у меня очень плохо получаются профили, и поэтому я часто пытаюсь нарисовать что-то в бок. И мне кажется, с каждым разом выходит все более прикольнее, и сами головы становятся более интересными, типа их эмоции и в целом их фактура. Тут я посмотрела на Netflix сериал про Винкс. Кстати, мне понравилась адаптация. Я не такой критический человек, у меня не было каких-либо ожиданий, и поэтому у меня нет каких-то претензий к этому сериалу. Этот рисунок, я помню, рисовала на пляже, и после уже, не знаю, пары месяцев я подрисовала к этому рисунку змею, но я его еще дорисовала. Кстати, я его в последнее время дорисовывала именно едя в машине, когда мы были в Сочи. А здесь, такое... Опять девушка, просто симпатичная девушка, и вокруг я покрыла все по талию и, кстати, покрыла лаком, так что оно не будет жухнуть. Потому что если вы не покроете по таль золото лаком, то после касания, после соприкосновения типа с воздухом, она может почернеть, и тогда это будет уже некрасиво. Здесь я использовала не только цветные карандаши, был микрон для маленьких деталей типа ресничек, и я использовала немного белой гуаши вот на волосы, чтобы выделить их. Здесь имена разных художников, которые мне понравились и чьи книги я хотела найти. Кстати, часть из этих я нашла, например, вот эту, а остальных я не помню. А это я рисовала с натуры, тоже когда девочки загорали. Здесь я взяла именно идею позы, вот эту часть, с фотографии одного из этих художников. И переработала. Вроде как я изменила немножко лицо, конечно же, волосы, то есть я сделала абсолютно другую прическу, я дорисовала позу, изменила наряд, но осталась именно рука. Это я также рисовала с натуры, когда мы ехали в поезде, в электричке. Вот, это мой бойфренд, уже не бойфренд, уже муж, получается. Также рисунок с натуры. В очередной раз девочки загорают. Ничего с этим не могу поделать. Получается, каждый раз, когда я выходила позагорать, я рисовала девочек. А я выходила очень редко. Вот сколько рисунков загорелых девочек вы видите, вот столько я и выходила на пляж. Так, это получается тоже рисунок с натуры. Вот такое вот здание, которое находится в море. Там вроде бы ресторанчик, если не ошибаюсь. Ну вот, как-то так. Это такой вот небольшой автопортрет. Я не помню, что я нарисовала здесь. Написала, то есть. Но здесь я использовала 2 цветных карандаша. Это мои 2 любимых оттенка. Синенький, как я и показывала. Вот этот вот 741 и розовый. Розовый, к сожалению, уже походу закончился, потому что я не могу его найти. И чуть-чуть я использовала белую гуашь на фоне. Просто так. Просто скетч. А вот здесь я помню, что рисовала это как раз таки с чужих рисунков, но, конечно, я немного преобразовала, изменила полностью стилистику, но я взяла основную позу. То есть я брала вот этот поворот руки, ракурс головы, все остальное типа я под себя уже сделала. Потому что вот такие ракурсы для меня тоже являются сложными, и я стараюсь их хоть как-то практиковать. Это не вполне удачная страничка, потому что здесь мало того, что несочетаемые какие-то цвета, во-вторых, просто все как-то выглядит уродливо, и не буду комментировать. Достаточно милая иллюстрация со спящей девочкой, тоже рисовала с фотографии. Не помню, насколько сильно я изменила, но изменила. Я использовала здесь маркеры спиртовые, здесь я использовала гуашь белую, и я добавляла на нее уже поверх цветные карандаши. Здесь немного добавлено, кстати, очень странно, не знаю, что это. Наверное, это просто акриловый маркер. Тут обычный карандаш. Я стала больше добавлять каких-то натуральных оттенков в свои работы, типа коричневого и зеленого. Все-таки тут есть элементы такие супер яркие, которые, в природе вы особо не встретите. Наверное, только у каких-нибудь цветных птичек.
Ой, эта мне работа очень не нравится, потому что она получилась очень грязной. Я рисовала поверх гуаши, получается, карандашом, и как-то карандаш не очень плавно шел по бумаге, из-за того, что какая-то сильная фактура там была. Здесь просто рисовала симпатичные ножки, тоже, кстати, один из моих любимых цветов, такой зеленовато-синенький. Странное, наверное, рисование для моих подписчиков, которые привыкли видеть просто девочек, портреты. Но, думаю, вам понравится такое. И здесь мой, кстати, автопортрет. Это я тут хвасталась своим колечком. Но оно получилось каким-то не супер ярким. Так что я немножко расстроена. Но в целом выглядит прикольно. Как жизненный этап в моей жизни запечатлен именно на рисунке. Здесь использовала также разные материалы. Это масляная пастель даже, тушь и все. И маркер. Эколайновский, если не ошибаюсь. Здесь тоже что-то неудачное. Просто рисую позы. Сейчас будут попки, если не ошибаюсь. Не сейчас, подальше. Кстати, мне очень нравится этот скетчбук, на самом деле. Выглядит он очень мило, работа мне тоже в нем очень нравится. Если честно, для меня он такой гармоничный и, не знаю, мне очень нравится. Здесь просто рисую всяких мальчиков, разных ракурсов. Здесь что-то поинтереснее, такое более мультяшное. Ракурс, идею я взяла именно с какого-то рисунка. Все остальное, как выглядит, цвета и так далее, я брала самостоятельно. Чуть-чуть изменила тоже. Фон я сделала также белой гуашью. И здесь нарисовала каких-то овечек, но на овечки на самом деле не похожи. Наверное, вот тут вот у меня была идея, знаете, какая... Из-за того, что у меня есть подруга, удивительно, да? У меня есть подруга, у нее есть своя определенная история. И поэтому, вдохновившись, так сказать, этой историей, она не совсем радостная, я почему-то решила нарисовать вот такого персонажа. Немножко падшего ангела, типа красивую девушку, но которая... Тут должны быть синяки, тут даже подписано синяки, фиолето-розовые и синие. Пение. Но в целом я не очень люблю объяснять смысл таких работ, поэтому давайте дальше. Здесь я рисовала с фотографии. Просто позу, симпатичная, динамичная поза. Немножко аниме и Юрий. Тут не получившаяся акриловая работа. Что-то меня взбесил акрил. Я им давно не рисовала, и поэтому у меня ничего не получилось. Кстати, самое главное, когда вы переходите на новый материал, это просто привыкнуть. Когда я сдавала экзамены в университете, я не поступила в университет, если что, но я сдавала экзамены, и мне нужно было быстро привыкнуть с акварели на гуашь. Вы не представляете, я минут 30 только привыкала к тому, чтобы не добавлять много воды. Поэтому просто привыкните, ничего страшного в этом нету. Мне очень нравится, мне нравится вот эта задорная девочка. На самом деле я рисовала себя. Ну, я так, конечно, не выгляжу, но и сисек у меня таких нет больших. Но и Тани, наверное, такой худой у меня тоже нет. Короче, не знаю, не могу себя объективно оценивать. Но просто идею и позу я взяла с себя. Вот как-то так. Это тоже, кстати, себя рисовала. Это уже просто из головы. И это тоже из головы. Короче, на самом деле, я очень давно, когда начинала вести скетчбуки, в самые свои первые разы, я всегда рисовала все из головы и не использовала фотографии. Потом начала использовать фотографии, потому что я не знаю, как что изображается. И сейчас, спустя, получается, 5 лет, я опять возвращаюсь к тому, что начинаю рисовать без фотографий, полностью из головы. Это очень редкий случай, нормальное явление, потому что... Ну, в первую очередь, ты можешь рисовать из головы что-то красивое, правильное и так далее, только когда у тебя есть хорошая база. Хорошая база у тебя появится, если ты будешь рисовать много вещей с натуры и из тех же фотографий, потому что сейчас, в наше время, это просто хорошая альтернатива для того, чтобы научиться рисовать. Здесь просто анимешные всякие головы. Из-за того, что
я просто, короче, рисую здесь сначала один рисунок, потом другой рисунок. То есть, видите, здесь какая-то сплющенная, как будто, знаете, фотография ненужного размера, и она так немного сузилась. Короче, здесь просто всякие разные штучки с рисунков именно анатомических, где изображается фигура с помощью линий, типа, а не с помощью линий, не знаю, какую альтернативу сказать. Здесь вот те попки, о которых я говорила, просто использовала обычный карандаш. Продолжение. Тут не только женские. Кстати, половинка из них с натуры сделана. Здесь что? Какая идея? Когда я была в Сочи, у нас был красивый вид из окна, была очень красивая игровая зеленая площадка. И я решила нарисовать гиганта среди этой площадки. Здесь просто все подряд на самом деле, то есть какие-то маленькие головы. Это художница из Инстаграма, на которую я подписана. Это змея, означает, что она, непонятно. А здесь просто попа. Здесь рисовалась фотографии, использовала обычный карандаш. Здесь портрет, просто портрет. Здесь просто анимешная телочка, которую я увидела в анимешке и решила нарисовать, потому что понравился ракурс и как вообще в целом были наложены тени. Достаточно симпатичная иллюстрация, здесь очень много пометок, типа мои идеи я записала, там это лучики света, тут будут летать бабочки, а может быть нарисовать под ним змей, они будут обозначать то и сё, но вот, пока это только вот выглядит в формате эскиза. Просто зарисовала для себя идеи, чтобы никогда не забывать. Портрет с натуры, тут получается отсылочка к аниме-фильмам. Я думаю, все знаете, каким. Такие вот черненькие монстрики. Рисовала качка. Нарисовала какого-то парня из ТикТока. Кстати, можете посмотреть у меня из ТикТока на этот рисунок. Вот, как-то так он вышел. Я начала смотреть новое аниме. Забыла, как называется на русском. Что там связано с яйцом. Приоритет чудо яйца. И нарисовала просто героинь из этого аниме. Немножко их переделала, типа, в своей стилистике. И, конечно же, завершается этот скетчбук моим автопортретом. Вот как-то так. Автопортрет, чуть ниже колен. Как всегда, тут у меня такие всякие потеки, типа больно. Мне больно, мне больно. Что голоса у меня нет, и петь я не могу. Бич. Короче. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравился мой скетчбук. И, конечно, не забудьте подписаться на мои социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании к видео. Всем пока!